Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр. Для тех, кто впервые зашел на мой канал, канал у меня называется Альбатрос. Альбатрос Ветер Анапы. Я недавно поменял немножко название. И на своем канале я рассказываю о себе, о том, как я здесь живу с самого начала. Вот в этом году исполнилось ровно 10 лет, как мы переехали в Анапу. И этот эфир я как раз хочу посвятить, как прошел этот год, а заодно, может быть, и это десятилетие. Да, вот сейчас вот такая мысль пришла. Собирался я на эфир очень быстро, как всегда, потому что Наташа буквально 15 минут назад ушла на работу, и я даже еще кофе не допил. Поэтому завтракаю на ходу. Освещение комнаты тоже еще немножко не доделано. Сейчас, конечно, вернее, как раз сейчас я вот это немножко исправлю. Когда-то мне понравилось такое выражение, что осветитель в театре, кто заведует светом, это тоже художник. И если настоящий художник рисует с помощью красок на холсте, то светохудожник, он рисует с помощью цветных лучей света, фонариков на предметах. Поэтому вот я елочку вот так вот выделил, и саму комнату тоже выделил вот в такой цвет. Мне нравится такой бирюзовый цвет. Итак, десятилетие пролетело это в Анапе быстро достаточно. Но все, что я хотел, я здесь этого достиг. А хотел я чего? Когда мы сюда приехали, конечно, хотелось как-то влиться в анапскую жизнь, найти друзей, приятелей, как-то, чтобы самореализовываться. И, в общем-то, у меня это получилось, причем очень быстро, буквально в первый месяц я уже навел контакты здесь с казачеством, с психологом, а через него с интересными людьми нашего маленького солнечного города, с поэтами, причем тоже так очень быстро и скандально. То есть я побывал на одном мероприятии, посвященное там сборнику стихов одного из молодых поэтов наших анапских. Побывал там, все впитал в себя как губка, и все это описал красочно в анапском блоге, который достаточно читался очень хорошо. Это Анапа.инфо. И когда я второй раз пришел на мероприятие поэтов, меня уже все знали и поняли, что я необычный человек. Вот таким образом я влился в анапскую жизнь. В казачестве я очень много трудился, причем на общественных началах, хотя мне предлагали
положить какую-то маленькую зарплату. Я сказал: нет, я уже наслужился в УФСИНе, поэтому буду работать у вас добровольно. Когда хочу, тогда прихожу. Ну, как кот, который гуляет сам по себе. Когда захочу, тогда ухожу. Если что-то мне нравится, я буду делать. Если что-то мне не будет нравиться, я не буду делать. И я делал, в общем-то, я там до 2 должности занял. Первая должность — это заместитель по средствам массовой информации, ну или по связям с общественностью, так правильно сказать, и со средствами массовой информации. И вторая — это по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Ну, на первой должности мне удалось добиться чего? Я выпустил свою газету здесь, которую назвал «Русские ворота», и было выпущено 17 номеров. Причем сначала так скептически отнеслись ко мне. Ну, газета, как так? Некоторые говорят, газеты уже ушли в прошлое. Я сказал: нет, газета — это не только пропагандист и организатор, но и агитатор. Вот, тогда я еще таким был идейным человеком. Вот. Ну, меня мало кто поддерживал, и когда я перестал эту газету делать, ну, мое дело не было продолжено, и газета перестала выходить. Одновременно я делал газету в Австралии, здесь находясь в Анапе, с известным человеком, который сейчас, ну, так и продолжает в Австралии проживать. Правда, у него там непростое положение. Против него возбудили уголовное дело, ну, австралийское правительство. И он вынужден находиться на территории консульства российского, как бы в такой эмиграции внутренней, в таком заточении. То есть он живет на этой территории, а выйти за пределы, за забор не может, потому что спецслужбы за ним очень серьезно следят. Если он выйдет, его сразу арестуют. Он ведет свой телеграм-канал. Семен Бойков я назвал, да, имя его. Так вот, мы с ним делали газету «Русский рубеж». Тоже вышло порядка 20 номеров. Это была тоже интересная история. Но тоже она ушла в прошлое. Что касается не общественной деятельности, а моей личной, то я продолжал лелеять мечту с выпуском книг. Ну до этого я здесь же театр кукольный делал, домашний. И мы с Машей, с младшей дочерью, сделали несколько спектаклей. И самый такой центровой спектакль, в который было очень много вложено времени, сил и средств. Ну, средств-то, может быть, и немного. Все это делалось своими руками, декорации и прочий реквизит. Но, тем не менее, мы спектакль этот сделали и сняли. Потому что я знаю, что театр — это понятно, что можно, конечно, показать спектакль, но кроме зрителей нескольких его больше никто не увидит. А что у нас важнейшее из искусств? Правильно, кино. И поэтому я снял его на камеру, и теперь можно его смотреть хоть когда. И что я и делаю иногда. Очень интересный спектакль. Кстати, я его когда выложил недавно на Рутюб, он у меня как-то так быстро прорвался в первую десятку просматриваемых моих роликов. Так что в этом смысле я тоже реализовался. С поэтической точки зрения я здесь, в Анапе,
буквально тоже в первые месяцы, когда стал ходить на заседание объединения «Парус» литературно-художественного, я предложил здесь проводить фестиваль поэтический, по примеру Читы, как в Чите проводится Забайкальская осень. Ну, рассказал, что, как в Чите все это проводится. А в Чите это как? Это во-первых, большой книжный базар, где вернее, не художники, а писатели-поэты встречаются с читателями на какой-нибудь там площади, выставляются столики, книги, проходит общение, книги эти продают. Потом второй этап – это выезды писателей в какие-то там по деревням и весям различным. Вот. Это тоже очень хорошо. Ну, конечно, и приглашаются поэты-писатели из других регионов. Но тут тоже скептически как бы отнеслись к моему предложению, говорят, нужны деньги, все это не пройдет. Вот, тогда я взял тоже, написал статью, опять же, на этом сайте, который очень хорошо читался, и властями тоже, Анапа.инфо, ну вот, и раскритиковал, изложил свое предложение и такую критику в адрес Паруса, что они меня не поддержали, что они не хотят. И буквально через какое-то время кто-то из управления культуры заинтересовался, сказали, да, мы будем проводить этот фестиваль. И на следующий год уже, вот мы переехали в 2014, а в 2015 году уже прошел первый фестиваль литературно-художественный, который назывался, прошу прощения, «Поэзия русского слова». Я тоже в нем принимал участие, я читал со сцены стихи, написал стихотворение такое «Анапские кошки». Ну, так как я здесь пишу мало, и я думаю, мне надо написать какое-нибудь такое стихотворение, которое вот точно будет анапское, которое запомнится, которое люди полюбят. И вот я написал стихотворение «Анапские кошки». И с этим стихотворением я на этом фестивале выступал. Это же стихотворение вошло и в альманах литературно-художественного объединения «Парус». И я там печатался на протяжении, наверное, 2 номеров. 2-3, я сейчас точно не помню. Рассказы мои там печатали. И я, кстати, впервые увидел свой рассказ, так скажем, в постановке. Вот действительно, в Анапе что хорошо, Анапа город маленький. Тут легко, знаете, легко прославиться. Вот, поэтому напечатали мой рассказ в альманахе, вышеупомянутом, «Рядовой Рабинович», где все буквы, вернее, где все слова начинаются с одной буквы. И когда была презентация вот этого альманаха «Парус», а это всегда, приходят не только все члены «Паруса», но и культурная общественность города. В общем, презентация этого альманаха, какие-то номера самодеятельности, поэты читают свои стихи. И вот одним из номеров была постановка по моему рассказу «Рядовой Рабинович». Театральная студия «Индиго» поставила постановку. Отличная постановка, отличная игра актеров. Мне очень понравилось. У меня тоже есть запись. И для меня это тоже было замечательно. Потом, что здесь еще произошло в Анапе? В 2017 году я принял участие в кастинге, в актерском кастинге, и меня отобрали на роль Маджахеда в фильме «Крепость Бадабер», который в 2017 году снимался здесь в Анапе. Причем я сразу попал в такой проект, мощный проект. Он снимался для Первого канала, 4 серии.
Константин Эрнст его курировал лично. Ну, потому что он там про КГБшника, про войну в Афганистане, про все такое. Вот. И у меня там было несколько ролей. То есть я там играл пакистанского офицера, играл маджахеда, причем не одного, а в нескольких образах. Играл там же мирного селянина. Вот, поэтому вот в кино я тоже как бы так, можно сказать, себя тоже реализовал. Причем у меня в 2017 году было два проекта. Это «Крымский мост» Тиграна Кеосаяна и «Крепость Бадабер». Причем в Крымском мосту я принимал участие еще до крепости Бадабер. И это был такой анекдотичный случай, когда я тоже увидел объявление, позвонил, а меня долго не приглашали на крепость Бадабер. А тут кто-то мне позвонил, говорят, нет, не кто-то позвонил, я, наоборот, нашел объявление, позвонил, говорит, приезжайте туда-то, туда-то. Я думаю, меня везут на крепость Бадабер, а меня привозят, значит, в Тамань, и оказывается, там идут съемки фильма «Крымский мост». Меня переодели в мостостроителя, и я там вот впитывал в себя вот это первое впечатление о большом кино, о чем я написал вот в своей книге «Очерки». Вот так. Ну, а потом в 23-м году я уже закончил актерские курсы. Ну, 6 месяцев я проучился. Но это было удивительное время. Я, просто наслаждался. Наташа говорила, ты только деньги из домашнего бюджета тратишь зря. Я говорю, да нет, говорю, ты знаешь, говорю, мне так приятно ходить на эти занятия, я хожу туда как в клуб, и я получаю такое удовольствие, что я готов за него платить ежемесячно 5000. Кстати, это немного. Сейчас уже те, кто хотят тоже пройти этот курс, они платят 10 тысяч. Ну, цены растут. Это в 23-м году. И в 23-м же году, так как у меня сразу установились плотные, так скажем, связи с миром кинематографа через руководителя нашего курса, я сразу снялся в нескольких проектах, и 2 роли особенно мне запомнились. Это покупатель в цветочном магазине в сериале «Первый день счастливой жизни» и роль охотника в фильме, тоже сериал с Максимом Никифоровым, это «Бим-3». Обе роли, они были со словами, в «Биме-3» я был на таких общих планах и на средних, а в «Первом дне счастливой жизни» крупным планом, вообще крупным планом, я бы даже назвал его, крупный, не скажу супер крупный это когда вообще одно лицо, еще когда лоб и подбородок скрывается, вот это супер крупный, а я был вот так вот, как я сейчас перед вами. Единственное, что меня переозвучили, но это не страшно. Бывает такое, что актеров переозвучивают. Главное – лицо. И я там, в общем-то, постарался сыграть. Я там сыграл такого романтичного человека. И Наташа, когда смотрит эти скриншоты с кадров с этих, она говорит, да, ты там вот в этой сцене, в этом эпизоде ты не такой, как в жизни. Я говорю, Наташа, я ж играл. Я ж не сам вот просто пришел и это. Причем, об этом можно тоже много говорить о кино. Вот я таким образом тоже реализовался в кино. И до сих пор в этом году, да нет, в
в этом году уже, как все быстро летит. В этом году я поступил на курс Мальвины Третьяковой «Режиссура и драматургия игрового кино». Стал растить бороду, и вот с января месяца я не брился до самого августа. У Мальвины Третьяковой я играл роль колдуна, и мы выезжали в Подмосковье, в город Хотьково, на тропу Сергия Радонежского, и вот в этих заповедных дремучих лесах, которые Шишкин там писал, вот этих вот свое утро в сосновом лесу, вот в этих местах мы снимали фильм. Ну, это же чудесно вообще, это здорово. Ну, вот я уже перехожу к этому году, плавно перехожу к этому году, и вот действительно это был такой, наверное, такое центровое событие для меня, выезд в Москву. Я в Москву ездил в этом году вообще 4 раза, потому что Маша, у меня младшая дочь, ездила в Лондон. В Лондон мы ее отправляли на языковые курсы английского языка, хотя ребенок учит у нас немецкий уже несколько лет, и вообще она должна была поехать в Берлин. Но так как в Берлин выехать было тяжело для нас, ну, в смысле, вот чисто технически, там с билетами там проблема была, с банковскими счетами, в общем, ну, вот такая вся штука, она нам не позволила поехать в Берлин, но зато позволила, нашлись пути поехать в Лондон. И вот ребенок у нас поехал в Лондон. Мы сначала ездили, подавали документы в мае месяце на визу в Москву. Потом я ее уже провожал в аэропорту московском. И потом ее встречал тоже в московском аэропорту. И еще вот один раз ездил на съемки. Там мы пробыли, ну, несколько дней. Неделю, наверное, пробыли. Нет, 10 дней точно. Мы 7-го уехали, и, по-моему, числа 17-го мы обратно поехали. 15. Ну, около 10 дней были в Москве. Также в этом году я выпустил вот эту замечательную книгу. Сам сказал, замечательная. Вот видите, вот она. Вообще я люблю вот такой вот красный помидорный цвет. Это помидорный называется. Когда я подбирал обложку, вот, и этот цвет как раз был назван помидорным. Так вот, вот такая помидорная книга, проза. Здесь собраны мои новеллы прозаические. Более того, я ее сам проиллюстрировал с помощью нейросетей. Это еще одно мое увлечение. Ну вот. Книга такая для взрослых, плюс 18. Ну, не вся, конечно, но частично. Из-за некоторых рассказов она получила такой вот возрастной ценз. Тут есть эротические сцены. Ну, вообще, книга, можно сказать, о любви. Книгу можно купить, любой человек может ее заказать в интернете. Я специально делал такие иллюстрации, вот именно в стиле графики. И я считаю, что это вот просто замечательная книга получилась. Ну и главное, память. Память хорошая, потому что все это было у меня разбросано, раскидано по рукописям, по каким-то маленьким книжкам, малышкам. Вот. А здесь вот получилось такой вот том. Он дополнил мою маленькую библиотеку. У меня уже есть такой же стихи. Сейчас покажу. Почему бы нет?
Вот у меня есть такой же том стихи. Я его первым выпустил. Первым выпустил он, конечно, еще без иллюстраций. Но я выпустил его самым первым, потому что, ну, во-первых, стихи у меня были уже тоже все собраны. И как бы новых я мало написал. Хотя здесь анапские кошки вот есть в этом сборнике. Во-вторых, стихи это такое вот, можно сказать, интимное дело, где не все напишешь даже где-то в дневниках, а здесь вот можно все это написать. Тоже как память для меня. Потом выпустил книгу вот эту вот «Очерки». Она очень мне дорога, потому что сюда я включил, можно сказать, свою автобиографию, но у нее как бы, она у меня так размыта по другим очеркам. То есть с самого рождения, как я родился в поселке Молодежный Читинской области, и как я учился в школе, и как я работал на заводе, и как служил в армии, и в УФСИНе, и как переехал в Анапу. Все вот здесь вот есть, но тут нет как бы это отдельным текстом. Допустим, об армии я пишу через главу о моем командире, о двух командирах. Это прапорщик Белялов и подполковник Лисовский. Вот. И это очерк «Мои начальники». И в УФСИНе я описал всех своих начальников, при которых я служил. Все вот эти вот, кто руководил УФСИНом. Ну и плюс еще некоторые заместители. Вот. Тоже интересно, конечно, это все. Но самое главное, что я здесь разместил свою родословную. То есть я включил сюда все, что я собрал о своих предках, о бабушке, ну, о двух бабушках, о двух дедушках, о прадеде одном, Петре Иустиновиче Манаеве, о тетях, о дядях, о брате, о сестре. В общем, получилась такая книга интересная. Вот, кстати, Юра, брат, меня держит на руках. Она иллюстрированная, да, потому что появилась возможность иллюстрировать. Ну и я этому научился. И поэтому я сюда включил такую портретную галерею всех своих родственников. Тут вот дедушка, бабушка, тети, дяди. Вот. То есть это вот делал я ее для того, чтобы, ну, моим родственникам было удобнее все это иметь, всю нашу вот историю семьи в одной книге. Причем я ее снабдил здесь именным списком. Сюда письма вошли некоторые, вот, которые как бы иллюстрируют тексты. Указатель часто упоминаемых имен, чтобы было легко, допустим, там кто-нибудь, ну-ка, что там Саша про меня написал, есть я в этом списке. Он находит этот список, допустим, вот, ну вот Бойков, кстати, Бойков, СМ, атаман посольского австралийского отдела ЗКВ, с 45 по 47 страницу. Но тут, кстати, о казаках мало. Там, я говорю, она такая книга родословной. О казаках вот здесь, во втором томе. Здесь я и видите на обложке тоже в форме Забайкальского казачьего общества. Цвет обложки тоже неспроста. Это цвета Забайкальского флага, ну, нынешнего флага. То есть вот такой вот темно-зеленый, красный и желтый. И здесь уже, конечно, история вот моя переезда в Анапу, ну, в смысле вот моя деятельность общественная
в Кубанском казачьем войске, в Забайкальском казачьем войске, в Союзе русского народа. Тоже иллюстрированная книга. Тут тоже есть именной список. И если здесь взять, допустим, про Бойкова, там на нескольких страницах, а если взять именной список в этой книге, сейчас посмотрим. Вот. Тут Бойков. Тут так уже написано. Бойков СМ, потомок эмигрантов, гражданин Австралии, атаман посольского австралийского отдела ЗКВ. Упомянут на страницах 74, 96, 98, 101, 103, 105, 108, 113, 114, 117, 121, 126, 190, 193, 352 и 355. То есть вот в этом указателе все здесь вот прописано. Вот это еще одно такое мое достижение в этом году. То есть, ну, я говорю вот об этой книге. Именно эту я выпустил. Но не только ее одну. Я еще выпустил, сделал, пока еще физически я не могу их потрогать, я выпустил целый трехтомник, который назвал «Легкой рукой». Это целое десятилетие включает описание событий с 2001 по 2011. Это о моих друзьях, а также обо мне, конечно. Также обо мне. Ну, сейчас, наверное, я все-таки покажу, как они выглядят, потому что надо же как-то проиллюстрировать. Ну, вот, видите, это сайт Reader.ro, и вот она, это первый том, книга первая «Легкой рукой». Я тоже вот сделал такие обложки с помощью нейросетей. Есть вторая книга, вот она так выглядит. Вот. И третья книга. Вот так выглядит. Во всех этих книгах по 400 страниц. Все они, видите, написано «опубликовано», и можно их заказать. Вот. У каждой книги есть сайт. Вот видите. И можно здесь вот, любой человек может зайти, во-первых, прочитать бесплатный фрагмент и купить. Печатная версия стоит 867 рублей. То есть вы заказываете, и книга вам приходит. Кстати, этот объем 344 бумажных страницы. Можно ее купить в формате для электронной книги, EPUB, FB2 и других. Вот. То есть это тоже была очень большая обширная работа проведена над этой книгой. Вот здесь у меня, видите, есть, ну, наверное, я сейчас экранчиком перекрываю, но две книги у меня участвуют здесь в экранизации, то есть я их послал. Вот проза, здесь у меня один рассказ на конкурсе экранизации, может быть, снимут фильм по нему. А вот «Билет в ложу» я вообще просто оформил как сценарий. Это мой рассказ «Билет в ложу», о том, как молодой человек приехал в Ленинград. Влюбился там в девушку и через 10 лет снова приехал в Петербург и эту девушку встретил чудесным образом. Вот этот вот «Билет в ложу» как раз об этом. Ну, если заинтересуются на конкурсе, то, может быть, я увижу и фильм по своему рассказу. Так, что еще?
Ну, конечно, в этом году я продолжал изучать нейросети. Причем я не просто их там изучаю, я уже прикладываю это к своей деятельности. То есть вот иллюстрации к книге проза я полностью использовал нейросети. Обложки к книге легкой рукой я тоже использовал нейросети. Даже вот в очерках вот этой синей книги, вот в этой вот, я тоже использовал нейросети для восстановления старых фотографий. Допустим, на одной фотографии у моего дяди по отцу очень плохо сохранились детали одежды. Вот. И я с помощью нейросетей полностью восстановил ему ту одежду, в которой он тогда был. Вот. То есть вот таким образом использую. Ну, не удается, конечно, мне как-то это монетизировать, свои способности и свои знания и умения. Нейросети очень быстро развиваются, и да, мне там несколько тысяч удалось заработать на создании нейропортретов, там, допустим, да, но потом пошли приложения, и каждый, в общем-то, сейчас может генерировать какие-то рисунки, изображения, себя может вставить, ставить в разных образах. Ну, в общем-то, не в этом дело. Хотя я в прошлом году окончил, в прошлом или позапрошлом? В позапрошлом году я окончил курсы графического дизайна, я учился целых тоже полгода, по-моему. Тоже полгода учился, тоже денежку затратил хорошую на это. Вот. Но, тем не менее, я обучился графическим редактором, Photoshop, Illustrator. Ну, InDesign я до того знал. Поэтому тоже все это очень полезно, и все это очень может еще пригодиться. Вот так вот прошел год. Ну, слава богу, в этом году все было достаточно хорошо. Были, конечно, потери. Вот умер брат двоюродный в Чите, Павел, о котором тоже вот в этой книге описано. Мы с ним очень дружили в детстве. Когда я был маленький, он меня старше, он с 58-го года, я 64-го. Вот. И служил он во флоте, и здесь даже у меня 3 письма его. Мы переписывались, и я такие вот в качестве иллюстрации здесь вот сюда включил письма о том, как он служил на Тихоокеанском флоте. Он служил коком. Что еще? Ну, продолжал изучать английский язык. Веду до сих пор активную переписку с моими партнерами из Великобритании, Соединенных Штатов, Канады. В общем, вот эти вот такие англоговорящие страны. В одну даже женщину так немножечко влюбился. Ну так, как поэт. Американку. И наделал ей комплиментов, что мне нравится слушать ее голос. И она мне перестала присылать звуковые письма. А до этого, конечно, она мне очень много именно звуковых отправляла. Я не знаю, они сохранились у меня, не сохранились. Сейчас посмотрим. Вот я сейчас как раз листаю эту переписку с ней. Вот она очень такая обширная. Вот видите.
Так вот они, звуковые, точно. So his videos would start, and he would walk all down, all through the city, maybe just to get to Nevsky Prospect, all along. What is the river there? There are a few. I think the Neva is one of them. And it would be even cold and dark and snowy, but it was just like being there. And I wish more Это people. она рассказывает о том, как она смотрела какого-то петербургского блогера. А я как раз ездил в Ленинград, в Петербург, и это было в 23-м году. Вот, мы с Машей ездили. И вот она тоже делится своими впечатлениями о Петербурге. Hi, Sasha. I thought I would also mention something I used to love about the channel that I used to subscribe to and do the virtual walks through St. Petersburg. And I attended many events and classical concerts. I guess the guy who was the host, he would get permission and he would just take, I guess, his phone in and equipment, and it was just like being there. But the most important thing I learned, the reason those live streams were so much like being there is because he wouldn't start the video when he was at an event, like a classical music concert or a dance. He would instead walk all through the city. Вот так, вот с Элис мы так общаемся. Я ей тоже отправлял кое-что голосовое. И здесь у меня партнеров, конечно, очень много. Здесь, если... тут, кстати, недавно они выпустили, так как Сбербанк выпускает ваш год в Сбербанке, и там всякие красивые картинки идут. И вот это приложение тоже выпустили как раз вот ваш год на... его, наверное, сейчас уже невозможно просмотреть, а было очень красиво. То есть они здесь написали, сколько я здесь общался, сколько я приобрел друзей, сколько отправил голосовых сообщений, сколько я текстовых отправил, сколько сделал переводов, сколько... чего здесь еще? Исправлений, то есть я помог людям, они, допустим, что-то написали, я исправляю, как это правильно сделать по-русски. Вот. Так что... интересно. Люди везде живут хорошие, во всех странах. И это приложение, вот HelloTalk, оно очень такое интересное. Это такой тоже социальная сеть, но она мировая социальная сеть для изучающих языки. Здесь есть возможность выкладывать тоже фотографии, писать тексты, комментировать их, исправлять ошибки, которые допускают. Допустим, кто-то по-русски пишет, где-то что-то бывает корявенько, вот есть возможность исправить, и это считается, что вы сделали человеку доброе дело, он благодарит за исправление. Также если я что-то пишу по-английски, то мою тоже вот писанину исправляют. В общем, вот так вот все замечательно. Что еще было в этом году? Продолжал встречаться с моими друзьями-художниками. Правда, сейчас меньше, потому что я хоть и тоже художник, но я нейрохудожник. А они пишут маслом и в основном, конечно, акрилом. Особенно вот Оливер Иванович, который вдруг неожиданно потом для меня стал сначала Алексисом Милашко, а потом вдруг Алехо Миласкизом. Вот, он все свои псевдонимы меняет. И в этом году, кстати, у нас произошло такое слияние. Я давно им говорю, ребята, сейчас нейросети развиваются, и давайте что-то сделаем такое вот
симбиоз какой-нибудь. То есть ваше творчество и мое творчество, оно должно слиться. И последнюю картину, которую они делали уже по моему нейроизображению, но они перенесли это нейроизображение на холст. И получилось достаточно интересно у них. Вот. Ну, об этом, может быть, я как-нибудь расскажу в следующий или в другой раз. Но, тем не менее, вот у меня такая вот встреча с этими людьми произошла. Причем я начал раскручивать. Ну, думаю, да, и помогу этому вот Алексису Милашко. Он же Олег Миласкис. И я сделал 2 интервью с ним. И они получились очень такие неплохие. Неплохими интервью получились. Я думаю, вы тоже на моем канале их видели, кто смотрит. И вообще, друзья, вы красавчики. Вот кто меня смотрит, вы красавчики, потому что вы владеете всеми инструментами, чтобы не расставаться с YouTube. Единственное, что почему-то не работает сегодня тут, конечно, чат. не без изъянов. Так, это не то. Тут у меня просто идет... Ну, конечно, да, вот эта беда, которая случилась в Анапе с выбросом мазута, это просто ужасно. И я думаю, что, конечно, сезон будет очень сложный. Сезон 2025 года. Сезон 2025 года будет очень-очень-очень сложным. Очень сложно. Так. Ну, почему-то не вижу я чата. Если у вас есть возможность написать, то напишите какой-нибудь вопрос, чтобы я понял, что вы меня смотрите. Ну вот я пока, вот у меня почему-то чат, вот даже если я нажимаю обновить, ага, вот точно, все восстановилось. Алексей Скворцов из города Государственного Преступника меня поприветствовал. Так что привет тебе. И сложная обстановка, да, сейчас на пляжах. Вот сегодня ожидается шторм. Что он принесет, непонятно, но он должен вообще, по всей вероятности, снова принести мазут на пляже. Хотя сейчас люди убирают очень интенсивно его, и многие пляжи уже очищены. Но очищены как? Потому что, знаете, очень много этих фракций мазута находится в воде, очень много в песке, под слоем песка. Вчера я это показывал вам. Вот. И сейчас вот я посмотрю, может быть, под водой. Вчера Юрий Азаровский, там они пытались со своими единомышленниками под водой снимать. Интересно, выложил он это или не выложил. Вчера туман такой, друзья, стоял. Вообще сейчас в Анапе очень достаточно прохладно. Вчера мы с Наташей ходили в магазин в Победу. И туман как раз ложился на город. И, конечно, тоже было здорово. Ну вот я просто сейчас, чтобы вы тут не скучали, я тоже покажу. О, и сразу 6 человек появилось. Вот как к концу всегда народ набегает. Но жду ваши вопросы, мы еще можем посидеть. Сегодня я подвожу итоги вообще десятилетия, уже подвел, и прошедшего года.
Сейчас мы заходим на канал Юрия Заровского и смотрим здесь вот что. Так. Это, значит, мэр Швец прибыл на пляж и осматривает, что тут сделано. Вот так вот в мешки собирают вот эти фракции мазута, но его все равно очень много остается в песке. Он так вот перемешан, вот они в кучки такие формируют, это все собирают, потом засыпают вот этот зараженный песок в мешки. Мешки увозят на специальные площадки, где, ну, как бы такие перевалочные базы, а потом оттуда уже будут на очистку, на утилизацию увозить. Вот так вот должен выглядеть, конечно, идеально пляж, но, к сожалению. Вот как раз вот этот вот зараженный песок. Дальше здесь надо оттуда визуализировать, снимать, и здесь более слышно ставить. Здравствуйте. Да. Заходите, вот сюда к девочкам на свободные места на регистрацию. Это штаб. Гуманитарка какая-то. Ну, костюмы присылают, респираторы, обувь. Это вот Юрий Заровский. Доброе утро, друзья! Ну вот и наступил последний день уходящего 2024 года. Но наш штаб сегодня также работает. Я напоминаю, что сегодня мы работаем до 14 часов, а 1 января мы ждем вас с 12 часов до 17. Кондратьев уже поздравил. Ну, в общем, Новый год, как говорится, никто не отменяет. Будет тролля-ля и все такое, и салюты, наверное, будут. Но, тем не менее, и шторм ожидается, сильный. Администрация тут ноу-хау придумали. Ров вырыли большой, длиной 600 метров и даже, наверное, больше, вдоль всего лечебного городского пляжа. Ну, я лично скептически отношусь к этой мере. Мне кажется, что с этим рвом тело пляжа будет еще больше разрушено. Потому что, знаете, ну, вот я всегда был противником боронения пляжа зимой. Как-то мэр Поляков, по-моему, сказал, что даже зимой пляж должен иметь, ну, такой вот вид, чтобы туристы гуляли с удовольствием. И пляж боронили. И когда я ездил на велосипеде вдоль побережья, я видел, что вот это боронение, оно вредит пляжу, потому что когда песок лежит плотно, он выдувается меньше ветрами. А когда бороненый песок, он же рыхлый, и ветер его больше сушит и больше его уносит с пляжа. И если его боронить каждый день, а боронили каждый день, и таким образом он улетал, этот песок. Ну, дюны его задерживали, а где дюн нет, он прямо улетал так, знаете, в неведомую даль, так скажем. Но сейчас как раз, вот я вчера с чатом GPT общался и спросил, ну, тоже вопрос задавал, долго ли этот мазут будет оставаться в песке,
на пляже. Мелкие, средние, крупные фракции. Ну, потому что крупные фракции, здесь вот вчера я показывал, что мужчина сидит просто в перчатке, вроде бы песок чистый. Он погружает руку в песок и достает целую, вот, наверное, вот такой толщины пласт мазута. Понятно, что на 54 километрах весь мазут из пляжа не вынут. Хотя кто-то тут уже просеивает и через сетки старается. Все равно останутся и мелкие фракции, и средние фракции, и крупные фракции. Крупные фракции, вот эти вот пласты, они могут лежать в песке десятилетиями. Ну, не десятилетиями, но, наверное, лет 10, а может и больше. Потому что влажная среда, там нет доступа кислорода и воздуха, вернее, кислорода и солнечного света, поэтому могут лежать они долго. А если их раскопать, они тут же начнут таять, вонять, еще дальше загрязнять пляж. Вот. А мелкие фракции, которые вот очень много сейчас остается на поверхности, да, мелкие, ну, допустим, там с горошину, там, и чуть больше, чуть меньше, вот, то здесь вот как раз баронение может помочь, потому что доступ будет кислорода и солнечного света, и при таких условиях этот мазут будет быстрее испаряться, так скажем. Ну, что еще? Вопросов никаких не поступило. Год прошел, в общем-то, для меня лично, ну, я уже сказал, плодотворно. Я выпустил и книжки, и не одну, и в кино снимался. И в следующий год у меня начнется тоже с кино. Я сейчас еще в одном проекте принимаю, даже в двух. Это «Чудеса в рабочем порядке» и «На краю небес», опять же, у Мальвины Третьяковой. Очень повезло мне, что я подружился с этим режиссером. Интересно с ней работать, очень просто. И всех, кстати, призываю, кто в Анапе-то живет, давайте, ребята, подтягивайтесь, потому что нам всегда не хватает и актеров, а она часто снимает просто непрофессионалов. Она говорит, что надо только уметь работать с непрофессионалами, и тогда они будут играть как профессионалы. И у нее это получается. Да. Скоро пойдут фильмы, которые вот она уже сняла. Дело в том, что она их сама делает в одиночку, поэтому процесс очень сложный, длительный. Вот. Но у нее вот это творческий фонтан бьет, и она берет новый и новый проект, а те она, ну, потихонечку так доделывает. Вообще, 25-й год, сама цифра 25 для меня очень приятна, потому что у меня фамилия Полуполтинных, и часто меня называли, ну, бывало называли меня Четвертак, и 25 тоже называли, у меня была кличка 25, в армии меня называли 25, еще кое-где там, я не помню, ну, в армии точно 25, да, у меня была такая кличка. Поэтому 25, она такая четверть сотни, это вообще здорово. Поэтому у меня две цифры таких любимых. Это 16, об этом я уже говорил. 16 это мой день рождения, 16 числа. И 25. Вот у меня две любимых цифры есть. Поэтому мне кажется, что год для меня будет хорошим. И дай бог, чтобы он был хорошим. И для вас тоже, чтобы он был хорошим. Я думаю, мы будем продолжать общаться. Хотя, конечно, препятствий все больше. YouTube почти задушили. Вот брат меня уже не может смотреть. Он не очень так это технически продвинут.
Но то, что вы меня смотрите, вот то, что меня смотрит Алексей из города государственного преступника и еще 4 человека вместе с ним, это очень хорошо. Это показатель того, что нас не задушишь, нас не убьешь, мы будем общаться, наше общение продолжится. Всем здоровья, всем в новом году я желаю кроме здоровья, желаю, чтобы вы не забывали друг друга, не забывали своих близких, родственников, друзей, потому что общение – это самая большая роскошь, да, для человека. Помните об этом, цените это. Ну все, пошла конечная заставка. Пока-пока. Те, кто не задал вопрос на прямой трансляции, пишите в комментариях, я отвечу.